Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Замечательная жизнь», и сегодня мы рассмотрим 6 живых существ, которые по законам физики и биологии не должны существовать. Но они существуют, и я вам скажу более. Мы иногда ими любуемся, и достаточно часто их видим. Ну что же, мы начинаем. На планете есть организмы, которые не должны существовать, ведь они нарушают законы физики и биологии. Тем не менее, они есть и прекрасно себя чувствуют. Как им это удается? Ну что же, рассмотрим их. На первом месте у нас шмель. Что не так? Относительно небольшие крылья не могут развивать подъемную силу, достаточную, чтобы удерживать тяжелого шмеля. Первым на этот факт обратил внимание еще в 1934 году французский энтомолог Антуан Маньян. Исследователь готовил к изданию свой учебник под названием «Полет насекомых», и ему понадобилось рассчитать характеристики полета шмеля. Маньян поручил вычисления помощнику, инженеру Андре Сент-Лагю. Тот же, в свою очередь, применив известные тогда принципы аэродинамики, однозначно заключил, что шмель летать не может. А почему это все-таки возможно? Законы физики не мешают шмелям летать. Просто принципы полета насекомых совсем не те, что применяют при конструировании самолетов. В отличие от самолетных крыльев, шмелиные при взмахе изгибаются, создавая мини-взвихрения, которые поднимают насекомых вверх и при взмахе, и при опускании крыльев. На следующем месте у нас тихоходки. Что не так? Побывав за бортом МКС в глубоком вакууме и космическом холоде, тихоходки выжили, а после дали плодовитое потомство. Эти существа выдерживают широчайший спектр излучения, дозы которого в 1000 раз превосходят смертельный для человека уровень нагревания до 150 градусов Цельсия и давление в 6000 атмосфер. К слову, нормальное давление у поверхности – 1 атмосфера. Итак, почему же это возможно? А оказывается, в экстремальных условиях тихоходки впадают в анабиоз. Их метаболизм замедляется до 0,01% от нормального, а содержание воды в тканях падает до 1% от нормы. Клетки тихоходок выдерживают обезвоживание благодаря особым сахарам и белкам, которые принимают на себя неблагоприятные воздействия. ДНК крошечных животных защищают от радиации уникальные белки семейства ЦАП, которые обволакивают нуклеиновые кислоты, не давая излучению добраться до генов. И эти же белки спасают ДНК тихоходок от повреждения сильными окислителями, вроде перекиси водорода. Следующий герой – колибри. Что не так? Если бы автомобиль ездил со скоростью колибри, относительно своих размеров, конечно же, он бы развивал сумасшедшие 2090 км в час. Это на минуточку в 1,7 раза быстрее скорости звука. За секунду колибри перемещается на расстояние в 380 раз превышающую длину ее тела. Самолет-истребитель за то же время преодолевает дистанцию в 38 раз больше собственной длины. Чтобы так разгоняться, птичкам приходится делать до 80 взмахов в минуту. При этом полетный КПД мышц крыльев не превышает 20%, а остальная энергия рассеивается в виде тепла. Учитывая, что колибри живут в жарком климате, а перья не дают теплу уходить в окружающую среду, птицы должны нагреваться до температур, просто несовместимых с жизнью. А почему все-таки это возможно? Отвод тепла колибри долгое время оставался загадкой.
Но в 2016 году исследователи при помощи высокочувствительных инфракрасных видеокамер смогли зафиксировать, как именно птицы охлаждаются в полете. Оказалось, что тепло отводится через несколько особых зон вокруг глаз, на ногах, под крыльями и на животе. Температура этих областей в среднем на 8 градусов Цельсия выше температуры окружающего воздуха, и в зависимости от скорости полета организм колибри выбирает, через какие зоны и с какой интенсивностью избавляться от лишних градусов. То есть секрет колибри в ювелирном распределении теплоотводных зон и их тончайшей регуляции. Следующее удивительное животное – кенгуру. Что не так? За один прыжок кенгуру преодолевает до 9 метров, а прыгать они могут часами. Расчеты показывают, что такая прыгучесть требует минимум в 10 раз больше энергии, чем звери получают из пищи. И почему же это все-таки возможно? Упругие сухожилия в задних конечностях запасают до 70% энергии для прыжка. Кроме того, задача оттолкнуть тело от земли значительно облегчается за счет компенсаторных движений разных частей тела кенгуру, в первую очередь хвоста и головы. Простые расчеты, подразумевающие, что кенгуру – нечто вроде мешка с картошкой, который нужно поднимать и опускать на землю, не включают все эти факторы. Далее археи. Что не так? Эти, похожие на бактерии существа, переносят дозу радиации в 30 тысяч грей. Человек умирает, получив всего 5 грей. Излучение такой интенсивности в клочки рвет любую ДНК. На этом еще не все. Кроме того, археи отлично себя чувствуют в кипятке, в гидротермальных источниках, где их обнаружили в 2003 году. Там температура достигает 100 градусов Цельсия. Ну и почему же все-таки это возможно? Как археи выдерживают убийственную радиацию, до конца не ясно. Микроорганизмы восстанавливают ДНК благодаря очень активным системам ремонта нуклеиновых кислот. Но их недостаточно, чтобы противостоять дозе в 30 тысяч грей, так что исследователи активно архей изучают. Возможно, их способы защиты удастся применить для починки повреждений ДНК у человека. И следующий герой нашего выпуска, уж не удивляйтесь, но это жираф. Что не так? Само существование жирафа – это нонсенс, так как даже их 10-килограммовое сердце не в состоянии поднять столб крови на высоту 3 метров до головы из-за слишком высокого давления, которое заодно должно бы разорвать в клочья сосуды шеи. Жираф не может наклоняться. Из-за прилива крови к голове неизбежен обморок. Давление в ногах жирафа составляет около 400 мм ртутного столба. Вот для людей, к примеру, фатальны куда меньшие значения, и в сосудах наших ног давление не превышает 90 мм ртутного столба. А почему же это возможно? Хотя у жирафов огромное сердце относительно размеров тела, оно оказывается вполне среднестатистическим. Только в 2016 году ученые выяснили, что требуемые для подъема крови усилия создаются за счет необычного строения желудочков и их укрепленной стенки. А чуть ранее было доказано, что сосуды шеи не разрываются благодаря чрезвычайной эластичности, а сосуды в ногах, наоборот, напоминают крепость. Настолько утолщены их стенки. Кроме того, сосуды умеют очень сильно сжиматься, чтобы противостоять внешнему давлению, а кровь не приливает к голове, когда жираф наклоняется, так как скапливается в идущих вдоль шеи венах. Так и живет жираф, наперекор всем законам физики и биологии. На этом мы завершаем список живых существ, которые по законам физики и биологии не должны существовать, и которые тем не менее существуют, и на которые мы обращаем внимание и смотрим на них и любуемся ими.
Соответственно, подписывайтесь на канал «Замечательная жизнь», отправляйте это видео своим знакомым и друзьям, оставляйте комментарии по тем вопросам, на те темы, которые вы хотите еще обсудить. Ну а мы с вами не прощаемся. Пока-пока.